Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. Тема, касающаяся Семена Пегова, статья в издательстве Минвал АЗ. Путин подтвердил подозрения азербайджанской общественности. В общем, здесь большая статья, там это все ситуация, связанная с Семеном Пеговым, видите на фотографии. Он работал на Габриляновой, освещал эти события Второй Карабахской войны. Что здесь пишут, я вас подробнее ознакомлю. Во время 44-дневной войны он распространял живую информацию о том, что азербайджанская армия обстреляла из минометов российских пограничников на армяно-иранской границе. После этой информации уже со ссылкой на Пегова растиражировали некоторые российские СМИ. Позднее официальные структуры опровергли эту информацию. Кстати, даже сами армяне при виде катастрофического для армян поражения, они уже не верили сказкам Пегова. А когда по его указу Еревана выгнали Пегова из зоны боевых действий, он обиженно заявил, что не считает правильным сложившуюся в армянском обществе тенденцию винить его в поражении армянской армии во Второй Карабахской войне. В общем, Пегова обвинили, что он неправильно вел репортажи там, типа все, Армения выигрывает, мы наступаем, а в конце концов проиграли эту войну. Впрочем, лизоблюдство Пегова не спасло его от унижительной вербовки, вербальной порки, то есть разъяренного Габрилянова. Да, он работал на Габрилянова, который послал его туда, и он там делал репортажи. Габрилянов отчитал его словно нашкодившего школьника. Все мы помним сенсационное видео, на котором Иран Габрилянов, используя нецензурную лексику, унижает своего нерадимого пса. После оглушительного провала во время 40-дневной войны любитель горячих фейков всплыл на Украине. Да, он сейчас освещал украинскую войну. Так же, как и во время Второй Карабахской войны, он продолжил почивать теперь уже российскую аудиторию лживыми новостями. Но сейчас, да, Россия проигрывает, сильно проигрывает в войне. Так что Пегова там, говорю, и там уже не взлюбят. А совсем недавно стало известно, что обслуживающий армянские интересы верный Шалужака госпитализирован. Да, с ранением в ногу. Уже, да, подтвержденная информация, он подорвался на мине. Его отвезли в травматологический центр Донецка, аннексированной территории Украины. Впрочем, зная страсть Пегова сочинять небылицы и фантазировать, не исключено, нет, не фейк, уже есть фотографии, там я видел, что точно ногу повредили ему не слабо, там ступню. Тем не менее, вдаваясь в подробности, президент России Владимир Путин решил наградить отъявленного плута орденом. Да, последняя информация прошла, что Путин наградил Пегова орденом. И не каким-нибудь второсортным, а самым, что ни на есть, орденом мужества. Представляете? В сообщении уточняется, что награда была присвоена за мужество и отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга. Согласитесь, довольно странно, что в России в чести лжецы и провокаторы, ну так, там такие только и есть. Хотя, если быть откровенным, после той чудовищной лжи, которую мы ежедневно видим и слышим из уст сотрудников российских телеканалов в связи с войной в Украине, то награждение Пегова вполне закономерно. Там всех награждают, и Киселева, и Соловьева, и Скобееву, и я видел там этого Соловьева, точно орден Путин давал за заслуги перед Отечеством. Он всех этих, кто работает на его кооператив «Озеро», всех награждает. И кто войну освещает, как Путин требует. Так, да, и да, награждение Пегова вполне закономерно. И мы не удивимся, что если завтра Габриляновскую шестерку объявят героем России, а то и вовсе причислят к лику святых. Пегов будет герой России, скоро получит, да. А если серьезно, то из всего этого можно сделать вывод, что Пегов не какой-нибудь там независимый пропагандист, а агент, управляемый Кремлем через подставных лиц. Ну, все правильно. Работает он на Габрилянова, все правильно, он его спонсирует. Говорю, а что, если большие деньги не платят, можно и репортаж съездить сделать.
Ну, говорю, не повезло ему точно, ему подорвался на мине, такая мина-лепесток такая, типа, и он наступил, и ему взрыв и все. Не знаю, как там состояние ноги, но в больнице снимки я видел с ним, что он, да, лежит раненый там, это уже не фейк. Вот такая ситуация с Пеговым. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.